Приветствую, друзья! Помимо внушительного числа абсолютно новых, почти никому неизвестных имен, в гонку за качеством звука в сегменте магнитопланарных наушников взялась и старейшая из компаний Китая монструозная Шози. К слову, их плееры в свое время буквально разрывали всех конкурентов на мелкие лоскуты. Сегодня же мы поговорим о их внутриканальных наушниках Шози P20, базирующихся на внушительных размерах изодинамическом излучателе. Собственно, поехали! Пришли наушники в небольшой, строго оформленной коробке с фирменным логотипом компании. В комплекте шел плотный черный кейс и два набора силиконовых амбушюр разного диаметра сердечника. Насадки как насадки, ничего особенного. Кабель тоже смотрится как-то дешево. Две полупрозрачные жилы и чуть ли не игрушечный по своим габаритам штекер. Впрочем, сопротивление на каждой из его жил составляет всего 48 сотых Ома, так что пользоваться им вполне можно. Из характеристик нам известен диаметр планарного драйвера, равный 14,5 мм, его импеданс 30 Ом и чувствительность в 105 дБ. Сами чашечки наделены анатомической формой, полностью сделаны из металла, с отверстиями для компенсации, бортиком для удержания амбушюр и интересной такой текстурой внешней части. Смотрится это брутально, сидят наушники удобно, да и с изоляцией тут все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас практически идеальный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,19%, что просто шикарно. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ можете познакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с естественным таким переходом на середину, аналогичной амплитуды выделения области разборчивости и немного резкий пик на 8 кГц для усиления четкости звучания. Далее нам сделали серьезный такой акцент на области, отвечающий больше за воздух, и так называемый бриллианс. На графике сверху так и подписано, обратите на это внимание. Ну и отличия между амбушюрами, как видите, наблюдаются только на самом верху диапазона. Говоря объективно, это просто идеальное применение ВДСФ на практике. Да, с пика, может, чуть-чуть перебрали, но все в пределах погрешности. Относительно замеров героем обзора у меня никаких вопросов нет. Звучат же Шози P20 реально очень красочно, подробно, текстурно и, я бы даже сказал, изысканно. Если ни с чем их не сравнивать, это просто невероятное удовольствие для ваших ушей, оторваться невозможно. Да, вы верно поняли намек, у модели есть свои недостатки, и связаны они в первую очередь с использованным здесь планарным излучателем. Главное, что, наверное, сразу же отсеет львиную долю любителей портатива, это их просто бешеная прожорливость. Уровень на моем мобильном ЦАПе мне приходилось выкручивать чуть ли не до его предельных значений. Подключать их к смартфону, планшету или ноутбуку, естественно, вам никто не запретит. Возможно, даже громкость в них вас устроит. Но эти девайсы и на 20% не раскроют потенциала наушников. Поэтому сразу совет: берите их исключительно с балансным кабелем. Ну или, что еще лучше, сразу же докупите сторонний кабель на джеке 4,4 мм.
Другие нюансы модели основаны непосредственно на характере этих самых магнитопланарных излучателей. Да, на фоне классического уже динамика они просто сверхдетальные и четкие, где даже всякие небольшие оттенки звучания прямо как на ладони. Но все это богато так сдабривается небольшим синтетическим призвуком и почти полным отсутствием пространства сцены в глубину. Их даже не сильно подготовленный человек легко назовет плоскими. Слушается это, вне всякого сомнения, очень интересно. Звук, как я уже говорил, прямо-таки красочный и эффектный, но все инструменты словно находятся от нас примерно на одном расстоянии. Согласен, звучит все так вовлекающе и притягательно, что думать об этом совершенно не хочется, но что есть, то есть. Если сравнить P20 с КЗ PR-серии, то тут, конечно, просто божественная мелодика, гениальная выразительность и естественное, практически живое звучание. Однако, если противопоставить их, скажем, Rabga HBB Hook X или Tengzu HBB Wu, то все уже будет не так однозначно. Wu, очевидно, сочнее, а текстуры Hook X, на мой вкус, просто не знают себе равных. То есть я бы поставил P20 в один ранг с лучшими магнитопланарными решениями, однако они вовсе не выше того, что мы уже видели в данном форм-факторе. Изделие от КЗ, как говорится, не в счет. С другой стороны, звучание здесь реально подробное, с просто потрясающей динамикой, наполненностью, правильной акустической массой и даже певучестью. На их фоне совсем не дешевые Teen Hi-Fi T5S Mars кажутся какими-то пустыми и пресными. А там, между прочим, установлен динамик. Новенькие Keyfine Delsi мне показались не менее детальными, но более в положительном смысле яркими, с глубиной и явно выраженным объемом. Собирая все это вместе, становится очевидно, что основная направленность у героев обзора – это то, где их недочеты будут либо совсем не выражены, либо хорошо так завуалированы особенностями жанра. К таковым я отнесу все тяжелое, скоростное и агрессивное, будь то рок, металл или какая-нибудь жесткая электроника. С чисто акустическими или мультиинструментальными направлениями ситуация складывается не так однозначно. С одной стороны, я слушал в них в том числе и оркестровую музыку, и за исключением глубины ничего плохого сказать не могу. Очень приличное представление музыкального пейзажа. Но если прислушаться, становится как-то не по себе от того, что все музыканты словно от нас на одной линии. Это, естественно, не кошмар, но если вы уже знакомы с данным произведением, так сказать, настораживает. В остальном от подачи Shozi P20 у меня исключительно положительные эмоции. Звучание полное, весомое, с хорошим балансом частот, ничего особо не ярчит и излишне не басит. Прекрасная выразительность, мелодика, прорисовка, скоростные показатели и та самая эмоциональная составляющая. Это, без сомнения, первоклассная реализация планарного излучателя, но, увы, со всеми особенностями данного класса драйверов. Чуть-чуть бы пространства и был бы вообще идеал. Рокерам и металлистам обязательно присмотреться. Итогом магнитопланарные наушники P20 от старейшин индустрии компании Shozi получили строгий дизайн, отличную посадку, сомнительную комплектацию, но почти отсутствующие искажения в 0,19% и великолепную настройку АЧХ на основе кривой диффузного поля.
Звучание же у них по-настоящему красочное, вовлекающее, очень музыкальное, подробное и при этом, так сказать, наполненное, то есть с ощущением целостности всего происходящего. Однако, к сожалению, и оно не лишено недостатков. К таковым я бы отнес серьезные такие требования к усилительному тракту и почти полное отсутствие пространства сцены в глубину. При всем моем восторге относительно характера их звучания, все инструменты от нас ощущаются на одном отдалении. Но это никак не должно смущать ценителей всего скоростного, агрессивного или, например, электронного. А вот под различные виды акустической музыки я бы, наверное, их не рассматривал. Что сказать, прекрасные планары, как говорится, в лучших традициях жанра. А у меня на этом все. Это были наушники Shozy P20. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно подпишитесь. Всем, друзья, добра!